Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 11 мая 2026 года. Я хочу поговорить с вами предельно откровенно и жестко о том, что на самом деле происходит в деле об убийстве Ирины Фарион, потому что то, во что пытаются превратить этот процесс, это, друзья, не правосудие. Это циничная политическая постановка, в которой пытаются свести все к примитивной биполярной схеме. Вот вам убийца, а вот вам святая потерпевшая. Один злодей и одна мученица. И все. Точка. Но, друзья, реальность на самом деле гораздо глубже, сильнее и честнее. В этой истории потерпевших несколько. И одну из этих сторон, а именно миллионы русскоязычных граждан Украины, сознательно пытаются вытеснить из процесса, превратить в пассивных наблюдателей, в безмолвных статистов, в людей, чье мнение, чья боль и чье унижение просто не существует, в боксерскую грушу. Давайте разберемся по-честному. С одной стороны, сторонники Фарион, ее дочь, София Особа и все так называемые фарионисты. Для них убийство – это тяжелая утрата. Они потеряли своего лидера, своего бойца, человека, который активно и жестко продвигал украинский язык как оружие. Оружие, направленное против русскоязычных граждан. Они потеряли того, кто умел наиболее эффективно, наиболее оскорбительно целиться и стрелять в нас, русскоговорящих, в том числе и в воинов ВСУ, из этого оружия. Для них это действительно потеря. Я это признаю. Они имеют право на свою боль. Но есть и другая сторона. Есть мы. Я, Валерий Табаков, моя дочь и миллионы русскоязычных граждан Украины, которые годами терпели системное унижение от Фарион и от фарионистов. Терпели, когда она превратила державну мову, государственный язык, в оружие против русскоговорящих граждан Украины. В ноябре 2023 года, за 9 месяцев до убийства, СБУ возбудила против Ирины Фарион уголовное дело по нескольким статьям, в том числе по статье 161 Уголовного кодекса Украины за разжигание национальной и языковой вражды. Мы, русскоязычные граждане Украины, имели полное право ожидать, что украинское государство наконец-то выполнит свою функцию, что Фарион будет привлечена к ответственности за то, что превратила государственный язык в инструмент травли, оскорблений и разделения народа. И что произошло вместо этого? Ее убили. И вот в этот момент мы потеряли не просто человека. Мы потеряли шанс на справедливое возмездие через закон. Мы потеряли возможность услышать от украинского суда. Да, такие высказывания недопустимы. Да, травля миллионов сограждан по языковому признаку – это преступление. Так должен был бы сказать украинский суд. Этот шанс был убит вместе с ней. И поэтому я подал заявление
о признании меня потерпевшим. И поэтому я имею полное моральное и юридическое право участвовать в этом процессе. Но что делает Львовский суд? Что делает судья Невойт и другие? Они просто игнорируют мои заявления. Они их не рассматривают. Они отказываются признавать меня и таких, как я, потерпевшими. Почему? Потому что для них потерпевшими могут быть только те, кто стрелял украинским языком в русскоязычных. А те, в кого стреляли, те не в счет. Русскоязычные должны молчать, сидеть в зале, как статисты, и смотреть, как из Фарион делают икону, святую мученицу, почти национальную героиню. Это не просто предвзятость, это системная дискриминация, это сознательное снятие ответственности и с самой Ирины Фарион, и с государства Украина за годы разжигания вражды против русскоязычного населения. Фарион неоднократно публично оправдывала и даже приветствовала удары по русскоязычным регионам. Она говорила, что война идет именно там, где люди говорят по-русски, потому что там якобы российский дух, российская церковь, российская культура. Она называла Мариуполь кармическим возмездием. Она называла русскоязычных военных умственно отсталыми, янычарами, позором армии. Она фактически делила украинцев на правильных и неправильных по языку и объявляла вторую категорию частично виновной в войне. А когда летят ракеты на Харьков, Одессу, Днепр, Запорожье, там тоже живут сотни тысяч русскоязычных, то для нее это была карма. И вот теперь, после ее убийства, вся система, суд, прокуратура, полиция, часть медиа, а в конечном итоге и власть, гарантом Конституции, которой является Зеленский, делает все, чтобы эту токсичную страницу просто взять и перевернуть, не обсуждать, не признавать, не извиняться перед миллионами людей, которых годами унижали. Вместо этого героизация. И мы, русскоязычные, должны стоять в сторонке и молча смотреть на этот спектакль. Я этого не принимаю. Я подал жалобу в Высший совет правосудия на судью Невойта за грубое нарушение моих прав. Я буду требовать, чтобы суд признал предвзятость судей, которые не могут беспристрастно рассматривать это дело, потому что они уже выбрали одну сторону и сделали вид, что другой стороны просто не существует. Друзья, давайте называть вещи своими именами. Убийство – это преступление. Никто не имеет права брать закон в свои руки, но превращать судебный процесс в ритуал канонизации одной стороны, полностью игнорируя боль и унижение другой, огромной части общества, это путь к новому расколу. Это путь к тому, что русскоязычные граждане Украины окончательно почувствуют себя людьми второго сорта в собственной стране. Я говорю это открыто и эмоционально, потому что это больно, потому что это касается
миллионов, потому что это касается моей дочери, меня, моих друзей, тысяч воинов ВСУ, которые воюют за Украину, несмотря на все это презрение со стороны радикалов. Я требую одного – справедливости, не двойных стандартов, не политических игр, а настоящего правосудия, где учитываются все потерпевшие, где русскоязычные перестанут быть безмолвными статистами. Если вы меня поддерживаете, пишите в комментариях, распространяйте это видео. Мы не должны молчать. Наша боль имеет право быть услышанной. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч. Берегите себя.